Шаровой кран – продукт простой и понятный, но даже здесь от крана к крану есть нюансы, есть отличия. И многим, которые причастны к сфере сантехники, отопления, водоснабжения, хочется знать, какой бренд лучше от другого или же какой конкретный бренд имеет какие преимущества. Совсем недавно я снял видео, в котором я сравнивал бренды шаровых кранов, которые популярны на территории Украины. А сегодня на очереди сравнение брендов европейских по шаровым кранам. И в конце видео вы узнаете, какой же кран лучше, Bugatti или Giacomini, ETAP или EVR, или может быть на первом месте какой-нибудь другой бренд. Кстати, кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. В сравнении будут участвовать 10 брендов. В комментариях к видео по сравнению шаровых кранов украинских брендов многие писали, что мне необходимо откорректировать систему начисления баллов, что я и сделал, потому что замечания были конструктивными. В сравнении будут участвовать два массива информации, это паспортные данные и реальные замеры. В сумме у меня получилось 10 категорий. Это максимальная температура, номинальное давление, проходность, пропускная способность, материалы, вес, гарантия, комплектация и конструкция, узел штока и толщины стенок. Количество баллов для разных категорий не одинаковое. Более значимые категории получили по 4 балла, например, материалы, давление, толщины стенок. Менее значимые категории получили по 1 и 2 балла. В случае, когда реальные замеры будут отличаться в худшую сторону от паспортных, приведенный образец будет получать отрицательные баллы. 8-ю категорию я расписал более подробно, чтобы было меньше вопросов. Максимальное количество баллов, которое может получить один бренд, составляет 27. И, конечно же, в конце видео мы увидим, кто займет первое место, какие бренды будут в топ-3, а кто будет замыкать список. И первый показатель – это максимальная температура. Этот показатель важен, так как очень часто шаровые краны устанавливаются в высокотемпературных системах отопления. И поэтому максимальное количество баллов для этого показателя – 3. Исходя из паспортных данных, видим, что образцы разделились на 4 группы. Наибольшее значение температуры имеют два крана – Bugatti и Giacomini – 185 градусов. Они получают максимальную оценку. Кран RUB работает при температуре до 170 градусов. Целых 4 бренда имеют этот показатель на уровне 150 градусов и получают по 1 баллу. GF, Bonomi и FIV имеют самый низкий показатель, поэтому обходится без баллов. Далее переходим к второму показателю. Это номинальное давление PN. Оно измеряется в барах. Почти на всех кранах прописан этот показатель, кроме крана Giacomini. Давление является также одним из важнейших параметров запорной арматуры, поэтому максимальное количество баллов здесь 4. После анализа образцов их можно разделить на 5 групп. Наибольшее значение по давлению имеет кран Bugatti – 64 бара. За ним следует ETAP, ICMA и FIV – 50 атмосфер, затем Giacomini – 42 атмосферы, затем снова 4 бренда с показателем 40 бар, они получают по 2 балла. И на последнем месте в этой категории расположился кран Герц. Для него номинальное давление составляет 25 бар. Третий этап – это характеристика проходности. Но здесь все просто. Краны FIV и Giacomini имеют стандартный проход, все остальные полнопроходные. Этот показатель немного схож с предыдущим. Он измеряется в цифрах метров кубических в час. И значение КВ я брал из паспортных данных. Как видим, даже для полнопроходных кранов этот показатель отличается. Например, кран EVR имеет этот показатель на уровне 17 метров кубических в час, а кран ETAP 15,65. То есть разница составляет почти 10%. Это я не говорю еще про кран RUB, у которого по паспортным данным значение КВ составляет 28 метров кубических в час. Кстати, это очень странно, так как по конструкции он мало чем отличается от остальных образцов, а пропускная способность отличается в 2 и более раз. Но, к сожалению, я это не смогу проверить в домашних условиях. Итого образцы разделяются на 4 категории. На первом месте RUB, замыкает рейтинг по пропускной способности Giacomini, Bonomi и FIV.
Итак, четвертый этап завершен, впереди еще 6, поэтому можем подбить промежуточные итоги. На первом месте находится кран Bugatti Origon, второе место занимает Rub, третье и четвертое делят ICMA и этап Ideal, а замыкает пока что рейтинг Bonomi Tamigi и FIV Perfecta. А теперь переходим к материалам. Конечно же, очень важно, из чего сделан шаровой кран. Шаровой кран состоит из приблизительно 10 деталей, однако главными с точки зрения материалов можно выделить 3 компонента. Это 2 полукорпуса и гайка рукоятки. И если относительно корпуса у меня нет вопросов ко всем образцам, во всех случаях используется латунь марки CW617N, и спектральный анализ это подтвердил. В случае с гайкой не все так хорошо. Очень часто шаровые краны устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью. Например, такие помещения, как ванные комнаты. И вся влага и конденсат скапливается на внешней поверхности на шаровых кранах. И это приводит к преждевременному выходу из строя всех элементов, которые производятся из стали. Гайка крепления бабочка, если она произведена из нержавеющей стали, проблем иметь не будет. Но в случае использования обычной стали возможно прикипание гайки к штоку из-за интенсивных процессов коррозии. И что я увидел, когда проверил материал гайки образцов? У всех она сделана из обычной стали, но можно выделить один кран – Герц. Да, у него гайка тоже стальная, но закрыта полимерной крышкой, и поэтому влага не будет попадать на гайку. Поэтому в этом разделе кран Герц зарабатывает 4 балла, а все остальные 3,75. Этот параметр также важен, поэтому здесь максимальное количество баллов равняется 4. Вес показывает надежность конструкции корпуса, а именно корпус воспринимает все механические нагрузки от трубопроводов. В этом пункте будет отдельная таблица и несколько столбцов. Это вес по паспорту. Кстати, странно для меня, но мало кто из производителей указывает эту информацию в паспорте. Далее, реальный общий вес, отклонение в ту или иную сторону, вес крана без бабочки, вес бабочки и вес корпуса. Итого, наибольший вес имеет кран Rub 207 грамм. Далее ICMA, Bugatti, Герц и Giacomini. Самый легкий образец у IVR. По отклонению ни один из образцов не имеет отклонения менее чем в 2%, а кран Bugatti даже идет в плюсе в 3,1%. Вес без бабочки. И снова впереди Rub, ICMA, Bugatti. А вот Герц и Giacomini приблизился этап. Замыкает список уже не IVR, а FIV, так как у него бабочка весит почти 20 грамм. Соответственно, корпус крана без бабочки будет намного легче. И в конце сравнение чистого корпуса, без всех деталей и компонентов. И здесь мы видим, что в лидерах уже не один Rub, к нему присоединился кран Giacomini. Разница между ними всего 1,5 грамма. А на третьем месте ICMA. Наиболее легкие корпуса у Bonomi, IVR и FIV. Скажу сразу, что найти информацию о гарантии в официальных источниках было крайне нелегко. В итоге мне удалось найти эту информацию для всех брендов, кроме FIV, так как в официальных источниках нигде это значение не было указано. Поэтому для этого бренда я приравниваю срок гарантии к минимальному – 1 год. Самый интересный факт о гарантии – это то, что на шаровые краны Rub производитель дает пожизненную гарантию. Такого я раньше нигде не встречал, и эти краны получают максимальный балл на этом этапе сравнения – 2. Далее идут General Fittings и Giacomini, 10 лет гарантии и, соответственно, 1,5 балла. Герц и Bugatti дают 5 лет гарантии, этап ICMA и IVR 2 года, а Bonomi 1. Ну и по FIV я уже сказал. Кстати, кому интересно, вот таблица по паспортным данным. Также можно сделать сейчас второй раз промежуточные итоги. Первые 2 места оказались без изменений – Bugatti и Rub. На третье место вышел кран Giacomini. Далее идут ICMA, этап, Герц. На одну строчку в рейтинге поднялся кран General Fittings, за ним IVR и Bonomi. Замыкает список FIV. Здесь я рассмотрю особенности конструкции и комплектацию. Максимальное количество баллов для этой категории 2, а количество подкатегорий 6. Защита от самораскручивания. Некоторые краны имеют защитное кольцо на гайке крепления бабочки. Оно защищает гайку от самораскручивания во время открытия и закрытия крана. Такое кольцо есть у Герц. Кран Giacomini также защищен, так как гайка припаивается к штоку с помощью пластика. У них по плюс 0,25 балла. Насечка на резьбе. Ни один из образцов ее не имеет.
Количество витков резьбы. Наибольшее количество витков имеет Giacomini и Герц по 6. Им начисляется по плюс 0,5 балла. Ушки на бабочке. Ушки на бабочке есть у шаровых кранов Bugatti и Bonomi. Покрытие корпуса. Если кран будет использоваться для питьевой воды, важно, чтобы корпус не имел покрытия из никеля на резьбе, чтобы вода не контактировала с этим тяжелым металлом. Те краны, которые не имеют покрытия на резьбе, получают по плюс 0,25 балла. Это все краны, кроме Bugatti, Giacomini, Герц и Bonomi. Соединение корпуса. При сравнении образцов можно обнаружить, что кран Bonomi отличается от остальных, так как место соединения двух полукорпусов у него находится в другом месте, и это решение имеет крупный изъян. В случае, когда проходит излом корпуса, а часто это бывает как раз в месте полукорпусов, соединения полукорпусов, запорный элемент оказывается не на стороне трубопровода, и в случае поломки крана Bonomi не будет возможности перекрыть поток воды, поэтому этот образец не получает 0,25 баллов за тип соединения полукорпусов. Затворный шар. Также хочу обратить внимание на шар крана Герц. В этом шаре есть сквозная дырка в месте вставки штока. Через отверстие будет проходить вода в пространство за шаром, и это будет дополнительное давление на узел штока. И это нехорошо. Из-за этого этот кран получает минус 0,5 балла. Итого по этому раунду сравнения у нас один кран получает 1 балл, Bonomi 0,25, все остальные по 0,5 балла. На этом этапе я буду сравнивать узлы штока шаровых кранов. Итого 10 шаровых кранов имеют 5 различных видов узлов штока. Первый тип — это ремонтопригодный узел с двумя прокладками из тефлона и одним кольцом из НБР. Я считаю его лучшим из всех типов узлов, которые есть в этом списке. Этот узел принадлежит крану Bugatti. Тип второй — ремонтопригодный узел с одной тефлоновой прокладкой и кольцом НБР. Здесь мы видим уже стандартную поджимную гайку, которая есть во многих кранах популярных брендов на территории стран бывшего СНГ, например, Altec, MVI и другие. Но в отличие от последних, на штоке имеется также и прокладка кольцевая, что добавляет надежности узлу. Такой узел у крана ИВР. Третий тип — это узел с двумя тефлоновыми прокладками и двумя колечками НБР. Здесь все хорошо, кроме того, что узел не ремонтопригоден. Однако надежность такой конструкции все равно на очень высоком уровне. Это кран Giacomini. Четвертый вид у крана Герц. Он практически аналогичен узлу крана Valtec Base, кроме того, что здесь есть еще дополнительное латунное кольцо. Такая конструкция сама по себе отличная, но есть нюансы. Здесь шток вставляется снаружи корпуса крана, что в сумме со сквозным отверстием в шаре дает потенциальную угрозу вылета штока при работающей системе. Из-за этого узел штока шарового крана Герц получит от меня наиболее низкую оценку. И последний тип – шток с двумя кольцевыми уплотнениями. Такой вид представлен у 6 образцов, однако они еще отличаются материалом колец. Они выполняются из двух материалов – НБР и FPM. Последний еще называют фитоном. У последнего материала есть свои преимущества по техническим параметрам перед эластомером НБР, поэтому краны, где есть уплотнение FPM, получают преимущество. У руб прокладок из Витона 2, у этап ICMA и Bonomi по одной. Также я проверил ремонтопригодность тех узлов, которые выполняют эту функцию. Каждый из трех не выполняет необходимые условия на 100%, но все равно выполняет функцию ремонтопригодности. В итоге, в этом пункте сравнения максимальное количество баллов получает кран Bugatti Arigon. За ним идут ИВР и Giacomini, а Герц, как я уже говорил, получает наиболее низкую оценку. И последний этап – это сравнение толщин стенок. Для этого я сделал вскрытие всех образцов и замерил толщины стенок в 4 местах. 2 из них – это толщины внешних и внутренних резьб, 3 – это место под шаром и 4 – место соединения двух полукорпусов. Лучшие показатели по следующим параметрам имеют: по толщине А1 лидеры RUB и General Fittings, по А2 Giacomini, по А3 Giacomini, этап RUB и Герц, и по А4 Герц. Итого по последнему этапу наибольшее количество баллов получает Giacomini, RUB и Герц, наименьшие ИВР и FIV. Думаю, сейчас вам не терпится узнать, какой же будет итоговый рейтинг по этому сравнению, поэтому сразу переходим к итоговой таблице. И первое место занимает кран Bugatti Arigon, второе и третье места разделили RUB и Giacomini, четвертый этап, пятый ICMA. Эти краны практически идентичны как и внешне, как и по результатам сравнения, поэтому и оказались рядом в рейтинге. Шестое место занял кран Герц, сразу за ним с небольшим отрывом на 7-м месте General Fittings, на 8-м месте ИВР, 9-е место у Bonomi и замыкает рейтинг FIV Perfecta.
Надеюсь, что выпуск вам понравился. На этом все. Всем спасибо и до новых встреч.